Как реагировать на хамство? Как поставить человека на место? Дело в том, что если ты сталкиваешься с хамством, то это никогда не бывает такой случайной какой-то грубостью. Это, как правило, проверка твоих границ. Если ты молчишь, то человек начинает дальше тебя продавливать. Если ты начинаешь кричать в ответ, то ты уже проиграл, ты опустился до уровня хама. Ты потерял лицо. И вот вроде бы бытовое хамство — это такая вещь распространенная, но тем не менее нужно здесь понимать, какие здесь включаются механизмы, чтобы понимать, как тут правильно реагировать. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу о 5 распространенных ситуациях, когда мы можем сталкиваться с таким бытовым хамством и как вот поставить такого человека на место, чтобы выйти из ситуации, не потеряв лицо. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая важная вещь: нужно реагировать при хамстве на форму, а не на содержание. Потому что часто бывает так, что хам говорит какую-то фразу, которая очень грубая, звучит очень грубо, но по содержанию она какая-то нейтральная. Например, такая фраза: ты вообще думаешь, что ты говоришь? То есть, вопрос сам по себе, он никакой, но форма очень грубая. И в такой ситуации, поскольку вы находитесь в эмоциях, у вас может быть соблазн, начать отвечать на этот вопрос, что, конечно, я всегда думаю, что я говорю, а что тебе не нравится. В такой ситуации важно заметить форму и об этом сказать, что мне не нравится то, каким тоном ты говоришь. Мне не нравится, что ты повышаешь голос. Мне не нравится, что вообще-то оскорбительная какая-то хамская форма разговора. Что мне так не подходит. Если вы понимаете, что вас это как-то ранило, оскорбило, я требую, чтобы ты извинился. При этом вы не уходите в эти бесконечные дискуссии, когда вы пытаетесь оправдаться, а человек продолжает вас оскорблять просто своей формой. Вы подчеркиваете, что эта форма, она не подходит. Нам нужно сейчас с тобой здесь это разъяснить. Второй прием, который вы можете использовать, когда сталкиваетесь с хамством, можете уточнять все до абсурда. Когда человек хамски использует какие-то пассивно-агрессивные фразы, размытые, важно просто брать их и уточнять, пускай даже это будет до абсурда. Предположим, он говорит: понятно, с тобой все ясно. Что именно тебе ясно, что тебе понятно? Или, ты как всегда. Расшифруй, что ты имеешь в виду как всегда. Как всегда, что я? Понимаете? То есть таким образом вы не оставляете эту фразу, повисшую в воздухе, там где, знаете, хам часто как делает. Он что-то такое сказал, типа: ты как всегда. И ты ходи там, догадывайся. И вы можете ходить, если у вас есть тревожный радикал, и думать, что он имел в виду, как всегда, как всегда это плохо, или что это имеется в виду. Важно просто говорить: так как всегда что? Просто придираетесь к словам, знаете, как включаете дурачка, грубо говоря. Таким образом, его эти пассивно-агрессивные фразы, они не смогут существовать, ему нужно будет как-то объясняться. Третий прием, который вы можете использовать, когда сталкиваетесь с бытовым хамством, это такой спокойный стоп. Когда человек начинает говорить вам какие-то вещи, вы просто его останавливаете. Например: да ты какой-то слишком чувствительный, и я не хочу продолжать этот разговор. Или: да я просто так это сказал. Вот в таком формате со мной разговаривать не нужно. Это должны быть спокойные, такие четкие, однозначные фразы, которые просто останавливают разговор. Вы можете их предварительно как-то заготовить, они, как правило, такие формальные, и эта фраза ставит точку, которая дальше не предполагает продолжение этой манипулятивной игры, и вы просто выходите из этого разговора. Как только вы понимаете, что человек начинает вас как-то подкалывать, не знаю, как-то пытаться вас как-то спровоцировать, я хочу, чтобы этот разговор был закончен, дальше я продолжать его не буду. Все ясно и понятно. Четвертая вещь, которую вы можете сделать при общении с хамом, это такая стратегия смены ролей, когда вместо того, чтобы оправдываться и отвечать на его какие-то претензии, вы сами стараетесь прояснить, что здесь происходит. Например, он говорит: ты меня бесишь своими вопросами. И вы спрашиваете: а что сейчас происходит? Для чего ты сейчас так со мной разговариваешь? Или, например, он очень грубо говорит: ты постоянно все делаешь не так. И вы задаете вопрос: а зачем ты так сейчас со мной разговариваешь? Почему ты говоришь со мной в таком тоне? Таким образом, вы фокус внимания переводите на то, как он разговаривает, на его эти манипуляции, на его такую оскорбительную форму общения, и вы выходите из этой манипулятивной игры. То есть вам уже не нужно оправдываться, вам не нужно отвечать на эти его эмоционально заряженные вопросы. Вы сами задаете вопросы, вы становитесь человеком, который сам управляет этим разговором. Пятый прием, который вы можете использовать, если столкнулись с бытовым хамством, это контролируемый выход из собственно, хамской части разговора. То есть человек, например, говорит что-нибудь вроде: ты как всегда, с тобой вообще невозможно. Вы говорите: я не хочу продолжать этот разговор, это мне неинтересно. И потом меняйте тему на что-то, что важно для вас. Например: что там на работе, давай с тобой это обсудим. Часто бывает так, что такие люди с хамскими чертами стараются вернуть вас обратно в эту эмоциональную часть и говорят: ты что, обиделась? Не, я не обиделась, просто этот разговор перестал быть мне интересен, и мне важно поговорить о каких-то вещах, которые для меня важны. Таким образом, вы контролируете разговор, вы управляете, вы не позволяете хаму затягивать вас в какие-то манипуляции. И есть возможность, что
что ваше общение с ним продолжится в каком-то удобном для вас экологичном формате. К сожалению, мы часто сталкиваемся с хамством. Это такой способ взять верх нахрапом, силой, поставить под сомнение границы человека через какие-то вот эмоциональные манипуляции. Тут важно понимать, что ваши границы не требуют объяснений. Если вам что-то не подходит, то оно вам не подходит, и не надо это объяснять. Если вам что-то не нравится, ну вот оно просто не нравится, это такая вещь вкусовая. Если что-то, какое-то общение я воспринимаю как грубое для меня, тут не нужно, знаете, лезть в энциклопедию и искать эти критерии грубости и грубого общения. Мне это не подходит, мне это не нравится. Если вы понимаете, что вы в повседневной жизни сталкиваетесь с таким бытовым хамством, иногда вам сложно поставить человека на место, вас не удается защитить свои границы, то, возможно, там включаются какие-то психологические механизмы, какие-то поведенческие стереотипы, которые не позволяют вам, ну, так вот, привычно, что ли, человеку противостоять. В таком случае с этим можно поработать, можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылки на мои соцсети, пишите там личные сообщения, мы с вами работаем. Если же вам не повезло, у вас есть богатый опыт того, как вы сталкивались с таким бытовым хамством, и вы знаете, каким образом противостоять этому, можете поделиться своим опытом, я буду вам благодарен. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.